Ну? Я же говорю, я доктор, турист. Я гулял, понимаете? Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас это везде можно. Посмотрите только, какая красота! Мама, у меня все хорошо, я играю с палестинцами, на столе футбол. Oh, I like you, Russia. Syria, Syria. Russia today? No, Руссия today. Зашел полицейский, меня опросили, а потом всякие политические вопросы были. Наш президент прячется у вас, казнил его семью. Полностью изрешеченная пулями. Как я застрял. Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Бейруте, столице Ливана. Здесь я начинаю свое большое путешествие по этой прекрасной стране. Как сказал мне один местный, Бейрут хороший город. Красивый город, но провинция. Но столица. Тебе нужно ехать в другие города. Там намного дешевле и есть что посмотреть. И знаете, в чем-то он прав. Вчера я проснулся в хостеле, где кровать в общем номере мне обошлась в $27. Однако в другом не согласен. Только посмотрите, какую красоту я вчера наснимал. Ну как вам, понравилось? И это только одна локация. К Бейруту мы еще вернемся, а сейчас самое время поставить видео на паузу и оставить ваш королевский жирный лайк и комментарий. Я вас об этом очень прошу, а то YouTube в последнее время меня не замечает, и от этого становится очень грустно. Ну что, следующая остановка — город Бальбек. Я надеялся проехать это расстояние автостопом, но сегодня льет как из ведра, да и страна такая маленькая, и для того, чтобы уехать в другой город, достаточно просто сесть в попутную маршрутку. Чем я сейчас и займусь. Кстати, что еще мне сказал местный, интересно, из-за того, что страна маленькая, у них понятие расстояния очень другое. И он мне сказал, что Бальбек находится так далеко, что ты будешь ехать до него аж 2 часа. Тем временем я, который в Москве только на работу добирается час в одну сторону каждый день. Ну вот, вышел на дорогу, а за моей спиной находится одна из главных мечетей этого города. Что самое интересное, из-за того, что 40% примерно в этой стране христиане, когда я на карте показывал это место, говорю, как мне до туда доехать, ни водители автобусов, такси, даже простые прохожие с трудом понимали вообще, куда ехать и что это за место. Хотя во всех путеводителях это указано как одна из главных достопримечательностей этого города. И, возможно, это главная мечеть столицы, между прочим. Все, ловлю такси. Сказали, $2-3 я доеду до места, до перекрестка, откуда курсирует маршрутка уже до Бальбека. Погнали, погнали. Все, я запрыгнул в такси. $5 6 километров. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, оправдана ли цена. И с перекрестка я уже пересяду на маршрутку и уеду в другой город. Как мне сказали, за $3 я уеду в другой город на маршрутке. Очень круто. Надеюсь, это правда. Пока ехали с таксистом, он всю дорогу крестился, однако все равно в конце поездки наебал меня на $1. Думать меньше надо, соображать больше. Не в России теперь. Я пересел на маршрутку, которая везет меня в Бальбек. Она стоит всего $4 за 60 километров. Тут меня не обманули. Ну, надеюсь, не обманут. В принципе, хорошо едем, несмотря на дождь, какие-то небольшие пробки. Всю дорогу просто выходят люди и заходят, как по обычной маршрутке. Я сменил уже 3-й транспорт. Я ехал на такси, потом на маршрутке. Сейчас я еду в тук-туке. В Ливане внезапно, в городе Бальбек, появились тук-туки, и водитель меня пересадил. Водитель сказал, дашь ему $1. Говорит, я договорился. Не знаю, как в реале будет. Естественно, он сказал ему, чтобы он отвез меня в недорогой отель. Он говорит, я знаю. Короче, крутой водитель у меня попался.
все мне рассказал, все мне подсказал, оставил свой номер, денег взял, как договаривались. Вот это касательно маршрутки. Что касается тук-тука, сейчас посмотрим. Надеюсь, меня привезут куда надо и не обманут. Все, друзья, меня довез тук-тук. За пару баксов я ему дал. Ну, брат, ты даешь. В гостиницу, как посоветовал мне водитель, гостиница с видом, вот он прекрасный, храм Юпитера. Говорит, у тебя будет вид из окна прямо на храм Юпитера. Сейчас плохая погода, я думаю, храм снимать в такую плохую погоду будет... Не стоит, думаю, храм снимать в такую погоду. Дождусь завтра. Сегодня, может, просто погуляю по городу, поем, пообщаюсь с людьми. Все, иду искать свою гостиницу. Где-то она рядом. Доброе утро, друзья! За последние 2 дня температура упала с 24 градусов до 2. Можете только себе это представить. Я должен был записывать это видео на своем балконе. Только посмотрите, какой с него открывается вид на храм Юпитера. Ребят, ну вот такая у меня погода. Сегодня думал, буду на балконе сидеть и пить эспрессо с видом на храм Юпитера. Но в данный момент город засыпает снегом, и местный мне сказал, что еще чуть-чуть и дорогу уже перекроют. Но вот по соседству жил немец, он говорит, мне пофиг, я буду пробовать уехать. А мне сейчас вон туда идти, показывать вам храм Юпитера. Вчера я доехал из Ливана до Бальбека, и, как я и говорил, это было очень просто. Я сел на маршрутку и доехал из города в город всего за $3. Мы разговорились с водителем, и он, как и все представители так называемых стран третьего мира, узнав, что я русский, принялся рассказывать мне, какой хороший у нас президент. Город туристический, но страна, видимо, нет, и тема отелей здесь не раскрыта. На карте я нашел всего 5 штук, заселился в один из них, он стоил $20, 5 из которых я заплатил за отопление. Вот такая вот у меня керосиновая печь, вот здесь поступает топливо и отапливает мой номер. В принципе, не холодно, но предательски. Ночью, конечно же, это топливо закончилось, и я спал под 2 одеялами. Вчера не стал ничего снимать, думал, погода сегодня будет лучше, но погода стала еще хуже. Если вчера шел дождь и было +6, то сегодня уже идет снег и температура +2. Вечером гулял по городу, познакомился с парнем, он оказался палестинцем и позвал меня пить кофе и курить кальян. Кальянна и кофейня здесь чаще всего это одно заведение. Я тот самый счастливый турист, который вчера выкинул куртку, потому что температура была +20, а сегодня +6. Я купил новую куртку за $15, и то пришлось еще торговаться с помощью моего друга Муди. Вот сегодня он меня привел. Hello everyone. Вот он меня привел в кафе, заказал кальян, я буду пить кофе. Вот такое крутое заведение, тут 3 зала. Тут, в принципе, кальянная и кофейня чаще всего это одно и то же. Вот 2-й зал. И есть еще закрытая веранда. Сейчас мы пойдем на ней присядем. Прекрасный вид открывается. Тут, в принципе, тут практически везде открывается вид на главную достопримечательность храм Юпитера. Сейчас будем пить кофе, курить кальян. Потом подошел его друг, и мы вместе поехали уже к 3-му товарищу, там мы курили кальян. Вот такая вот у нас кальянная вечеринка сегодня. В центре внимания у нас печка находится. Вот такая печь у меня находится в номере сейчас, ну и в любом доме. С 3 палестинцами тусуемся на блоке, как говорится. Потом мы поехали в бильярдную и там играли в настольный футбол. Так жестко играли, что я устал, как будто играл в настоящий футбол. Так, ну что, на сегодня мне осталось только с палестинцами сыграть в мини-футбол. Вот такая еще бильярдная есть. Чем, собственно, зимой занимаются в Ливане. Играют в бильярд, футбол и курят кальян. Мама, у меня все хорошо, я играю с палестинцами в настольный футбол, мы даже вроде выиграли. Кстати, эти парни палестинцы, но никогда не были в Палестине, они родились здесь и паспорта получили уже здесь, в посольстве Палестины, вот, потому что их родители палестинцы. Местные паспорта им до сих пор так и не выдали. Как и положено по технике безопасности, я высушил свои носки, трусы и обувь на печке. Конечно же, сжег один из носков, но вся одежда у меня сухая, теплая, и я готов выйти на улицу и показать вам храм Юпитера. Так что погнали! Пожалуйста, поставьте лайк, комментарий, вот эта вся история, чтобы YouTube меня наконец-то заметил, продвигал мои видео и дело всей моей жизни. Ну только представьте, друзья, да, вот эта достопримечательность, главная у них, храм Юпитера. Ей уже, наверное, лет 500,
до нашей эры, да, все едут ее посмотреть. А я сегодня здесь абсолютно один турист. Просто и представьте, как будто вы приехали на пирамиды или на китайскую стену, а вы там абсолютно один, который зимой приехал в Ливан. Вот такая вот история. Сейчас посмотрим, где тут, что тут можно посетить, где тут вход. $10 сказали стоит вход. Я тут недавно познакомился с немцем. Да, он до этого был. Вчера, видимо, он тоже был один здесь. Вот, и сегодня моя очередь. Ну да, картинка должна быть абсолютно другая, ребят. Наложу, какая должна была быть картинка. Но имеем, что имеем. У кого еще будет такой опыт? Побегать по снегу, по этим развалинам. Я уже говорил, что это фиаско сегодня, да? На самом деле снег даже придает всему этому антураж, но по каким-то неизвестным мне причинам закрыт сегодня храм. Храм, которому уже 500 лет до нашей эры, который каждый день посещают туристы, сегодня закрыт. Не удивлюсь, если из-за погоды, да? Закрыт храм. Там сидит охранник, он мне сказал: извини, сегодня не работает. Я ему даже деньгами помахал, думал, ну как-то договоримся. Не, отказался выходить. Обидно, что вчера он еще работал. Я подумал, ну ладно, сейчас высплюсь, с утра пойду, посещу. Может, погода станет лучше. Вообще что-то печально. Так хорошо все начиналось. Сейчас просто рука мерзнет. Я мерзну. И в храм не пускают. Ой, ребят, извините за мат. Самое стрёмное, что охранник меня видел уже заранее. Я как бы не смогу там поблечь через... там стена была, короче, и без забора. Можно было перелезть, но он уже меня видел. Вообще печально. Я не попал в этот храм. Меня вообще храмы обычно не интересуют, но здесь действительно древность. Просто древнейшая древность. И она очень такая масштабная, увесистая, мощеная, да, я бы сказал. Ладно, попробую настроить себя на позитивный лад. Может, доеду сегодня до Триполи. Сказали, крутой город. Фух, покажу сейчас, что смогу. Бесплатно, не знаю, через забор как-нибудь. Печально, ребята, можете попасть в такую ситуацию. Когда я приехал на Тадж-Махал однажды в Индию, да, я попал на пятницу. Там для мусульман Тадж-Махал по пятницам закрывают, чтобы они помолились. Ну ничего страшного, переночевал, попал в субботу. Не хочу еще раз ночевать здесь, мне просто уже уезжать через 2 дня, а мне еще пару городов посетить надо. Я очень расстроен. Можно сказать, главная достопримечательность страны. Нет слов, просто нет слов. Культурных слов точно у меня нету. Я с немцем общался утром в отеле, говорит, я храм вчера посмотрел, вообще классно. Ты что, вчера не ходил? Я говорю, да нет, сегодня пойду. Вон он, храм. У меня за спиной, за забором, он стоит ко мне не лицевой стороной, естественно, да, и я гуляю по бесплатной его части. На самом деле здесь тоже очень красиво, смотрите на заднем плане, что находится. Круто, что они вот не окружили это все заборчиками, чтобы нельзя было залезть по всем этим камням. Собственно, можно побегать, пофотографировать, попозировать. Ну все, ладно, будет в любом случае еще у меня шанс либо какой-нибудь мини-тур организовать для тех, кто желает посетить Бейрут. Место действительно прикольное. Салам, хабиби! Рукой подать до него, но, увы, ни хрена не видно. Блин, ну охранник мог бы на лапу взять. Хороший охранник, видимо, попался, да? Либо камер боится. Я бы ему даже в 2 раза больше дал ради такого опыта. Что хотел добавить? Солнце вышло, ребят, солнце вышло, но мне легче от этого не стало, конечно. Из-за непосредственной близости с Сирией и также из-за того, что этот регион является более мусульманским, чем Бейрут, да. Здесь очень много сирийцев и палестинцев. Все, с кем я знакомился, были либо сирийцами, либо палестинцами. Местных я еще не встречал, за исключением владельца отеля, да, в котором я живу. Вот за моей спиной находится здание, это бывший банк той самой организации, в которой попала ракета. Оцените, пожалуйста, насколько точное было попадание. Соседнее здание не задето. Что еще хотел добавить, что в Ливане некоторые регионы, особенно юг, находятся под контролем той самой организации. И на эти регионы, в том числе и по югу в частности,
приходится больше всего урона от соседнего государства, хотя многие люди не считают это государством. Я нарочно не произношу название организаций и стран, чтобы YouTube моему видео не дал политический контекст. То есть он может перевести его из туристического русла в политический, и я этого не хочу. Так что я думаю, вы все прекрасно понимаете, о ком и о чем идет речь. Если не понимаете, спросите в комментах, я вам обязательно отвечу. Сейчас еще немного пройдусь по городу и буду собираться. Хотя, может, мне повезет и храм все-таки откроют. Но я, честно говоря, в это уже не верю. Не могли же они закрыть храм на полдня. Баальбек небольшой город. Центральную его часть можно обойти пешком, не знаю, буквально в течение 1-2 часов. И дальше уже уходит в горы туда. Может, если видели мой ролик про Кабул, если не видели мой ролик про Кабул, обязательно посмотрите его. Это когда город плавно перетекает в горы. И там уже люди живут, типа как фавелы, знаете, когда на горах лесенкой настроены дома. И Баальбек в этом случае не исключение, чем-то схож. Кабул на минималках, я бы сказал, тоже под контролем организации и тоже построен в низине гор. Все, я согреюсь, пойду в отель сейчас и буду собираться дальше. Надо ехать сегодня в Триполи. Вот, кстати, кому интересно, это мой балкон. Очень красивое место. Вот бы мне разрешили забраться на крышу. Вот мой балкон. Вот, собственно, вид я уже не раз показывал. Пойду проверю вход. Может быть, мне улыбнется удача. На что я, собственно, уже и не надеюсь. Вот и сам вход. И он, конечно же, на замке. Вот, ребята, чтобы никто не подумал, что я тут выдумал. Вот вход, пожалуйста. Вот замок. Все. Это фиаско. Фиаско, братан. Почему нет? Почему просто не попробовать забраться на крышу? Тут вроде никого нету. Сейчас буду пробираться. Но там вроде на последних этажах уже живут люди. То есть не отель. Там их балкон, конечно, находится и выход на веранду. Я, конечно, не профессиональный руфер, но буду делать все аккуратно. Так, у нас тут генераторы или аккумуляторы. Это выход на последний этаж. Но к нему прилегает другое здание. То есть я лезу не на свой отель, а на... Вещи сушатся, но вроде никого нет. Че, погнали? А еще тут много проводов и все мокрое. Я боюсь, что меня ударит током. Чего бы я очень сильно не хотел. Вот. Я почти здесь. Очень много солнечных батарей. Тут часто выключают электричество по несколько раз в день. И очень много солнечных батарей. Вновь пошел снег. Ну что, пацаны, аниме? Ну хоть так, ребят. Хоть какой-то дофамин, так сказать, получил. Сейчас бы, конечно, чашечку кофе тут выпить. Было бы вообще шикарно. Оп. Оп. А другой разговор. Теперь можно и уезжать. Я сюда вернусь. Я вам обещаю, я сюда вернусь. Если хотите, вы можете поехать со мной. Напишите мне в Телеграме. Я думаю, как потеплеет, обязательно сделаем какую-нибудь небольшую группу и поедем в Ливан. Не зря же я сюда на разведку приехал и прошел все эти тернии, дабы приехать в следующий раз уже в теплое время года и увидеть все то, что не получилось увидеть сегодня. Все, всем спасибо. Мы едем дальше. Не переключайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь, комментарии обязательно оставляйте. Все, поехали дальше. Я еду в Триполи. Я нахожусь на полпути в Бейрут.
ребят, дорогу просто замело жутко. Они сегодня мне утром в отеле говорили, что дорогу закроют. Я говорю, да как могут дорогу закрыть? Ну, снег выпал, бывает у каждого. В любой стране падает снег. Но сейчас я покажу, что произошло с дорогой буквально за одну ночь и за сегодняшнее утро. Вот снег идет меньше, чем сутки, но уровень осадков примерно как в Москве сейчас. Сугробы на дороге, снег уходит куда-то в горы и плавно переходит в туман. Видимость практически нулевая. Вот этого всего вчера еще не было. Вообще ни снежинки. Только представьте, я ехал по абсолютно... Сейчас град прилетел в лицо мне прям в глаз. Вообще ничего не видно. Теперь я понимаю, почему мне утром сказали, что дорогу могут перекрыть. А дорога, которая ведет напрямую в Триполи, не через Бейрут, она, в принципе, на всю зиму закрывается из-за снега. Такая вот история, ребят. Всем желающим посетить Бейрут зимой. Казалось бы, арабская страна, да, откуда тут может в таких количествах выпадать снег. Но вот так вот бывает. Вот так вот бывает. Зато туристов нет. О, приехали на заправку. Ветер буквально чуть ли не сдувает нашу машину. Я надеюсь, мы скоро доберемся в Бейрут. Температура в Бейруте показывает плюс 11, а в том месте, откуда я выехал, была всего лишь плюс 2 сегодня утром. Посмотрим, как живет Бейрут в это время. Очень надеюсь, что там картинка намного лучше, чем сейчас здесь. Кажется, мы куда-то застряли. А так, друзья, ну вот, записываю видео. Спустя всего лишь 10 минут после предыдущего мы спустились с гор немного пониже в город. И сейчас я покажу, как изменилось то, что мы видели сейчас. Все эти снега, они просто испарились. Вы только посмотрите на это. Тут просто нету даже намека на снег. То, на что я надеялся. Видимо, здесь температура немного потеплее. И снег, если даже и выпадал, то он просто не успевал накапливаться, он просто растаял весь. Я нахожусь уже в Бейруте. Как вы можете заметить, здесь нет даже намека на снег или снегопад, который мы только что наблюдали в городе Бальбек и на пути в Бейрут. Меня привезли прям к маршрутке, которая отправляется в Триполи. В Бейруте я задерживаться не буду. Сейчас я выпью чашечку кофе, возможно, покурю сигарету. В машине так хорошо работала... Салам алейкум, хабиби. В машине так хорошо работал обогреватель, что он высушил всю мою обувь и одежду, и носки, и кроссовки. В общем, очень комфортно себя чувствую. Совершенно другой вайб. Совершенно другая. Тут тепло. Я могу опять выкинуть куртку и купить ее вновь. Как я с ловкостью перехожу дорогу уже здесь. Раньше мне это давалось с трудом. Все, иду выпить чашечку кофе. А? I'm Russian. Russia. Russia today? Today? No, Russia today. I'm a tourist. YouTuber. YouTuber. Okay? On Sunday. Huh? I'm Russian. Oh, I like you, Russia. Yeah, thank you. Syria. Nice to meet Come, you. I like you. Yeah, I like you too. أول شربك Yeah, I want to drink coffee. Yeah. Меня пригласили в кофейню, в которую я и так шел. Сейчас буду пить кофе. Пока шел в кофейню, ко мне подошел мужчина. Салам алейкум. Не успел я допить свой эспрессо. Ко мне прям в кофейню зашел полицейский, взял у меня паспорт и попросил проследовать с ним в участок, который находился поблизости. Скорее всего, все из-за того, что я снимал предыдущее видео про погоду. Предыдущее видео я снимал на фоне того самого полицейского участка. Это он тебя сдал? Знаю. Кто-то мимо проходил, видимо, меня сдал, и меня решили проверить. Меня отвели в участок, провели небольшой допрос, но все было на позитиве. Я сразу им показал свою книгу, сказал, что я фотограф-писатель и просто хороший парень. Вот, меня опросили, 1000 раз задавали одни и те же вопросы: где ночевал, куда собираюсь, сколько денег, еще раз где ночевал, когда прибыл, когда уезжаю, и вот это все по кругу. Потом всякие политические вопросы были. Бендеровец? Я от них всячески ускользнул.
Вот такая вот история. Но все было достаточно вежливо, на позитиве. Они меня проводили и посадили в автобус, который мне нужно. Кстати, вот до этого мне водила говорил, что я сразу в Триполи уеду, но полицейские сказали: нет, ты сейчас в один город поедешь, а потом только сможешь пересесть. Напрямую в Триполи автобусов нет. Сейчас я еду, кажется, в город называется Дафна. Не знаю, где он находится, про цену ничего не узнали, просто полицейский посадил меня в маршрутку и говорит: везите его в этот город. Вот такая вот небольшая со мной произошла история. Сейчас ничего поснимать не стал, чтобы не нагнетать обстановку, но очень хотелось. Едем дальше. Вот я в Триполи, примерно за 1,5 часа доехал, и поездка из города в город на маршрутке обошлась мне всего в $2. Можете только себе такое представить. Можно путешествовать по стране и платить за это всего $2. Все, пойду искать свой отель. Так, ну что, друзья, проснулись, подтянулись. Я в Триполи сегодня проснулся, познакомился в отеле с одним очень интеллигентным парнем из Турции. Сейчас мы с ним немного прогуляемся по городу. Мы выпили кофе. Кофе нам продавал сириец. Сириец сразу мне рассказал, что наш президент прячется у вас. На что я ему сказал: забирай. Мне не нужен ваш президент. Вот. Позже он сказал мне, что его президент казнил его семью. Мне остается лишь посочувствовать. Сейчас мы идем на местную достопримечательность, крепость Монперлен. Надеюсь, я правильно прочитал. Вчера вечером уже все кафе были закрыты. Я в магазине купил себе кусочек сыра и попросил мне 1 хлеб. На что мне продали вот такую упаковку из 10 лепешек. Я долго не знал, куда ее пристроить. Искал тут нищих, бедных, просящих людей. Но, к сожалению, никого не нашел. И чтобы не таскать с собой этот огромный пакет, я ее выкинул. И как только я ее выкинул, ко мне подошла женщина и попросила у меня денег или покушать. Увы, так часто бывает. В Триполи, как и во всем Ливане в частности, встречается много разрушенных зданий, как естественным путем, так и с помощью людей, скажем так. Вот за моей спиной находится одно из них, полностью изрешеченное пулями от обстрелов. В пути в крепость нам встречается самый обычный рынок, его мы проходим мимо, а тут ничего интересного не продают. Одежда, ювелирка какая-то и сувениры. Периодически встречаются вот такие небольшие кофейни размером буквально с 1 или с 2 квадратных метра. Что могу сказать, друзья? Весь в целом этот блог о Ливане я назову «Когда все пошло не по плану», потому что я пришел на эту крепость, и она сегодня закрыта. Говорят, завтра будет. Но, в принципе, сама крепость меня не очень интересовала. Там вся фишка — это именно вид с этой крепости на соседний район, и мне удастся его показать. К счастью, военные меня встретили, говорят: извини, закрыто, но вот можешь тут полазить и пофотографировать. Сейчас покажу, что из этого у меня получится. Военные разрешили мне спуститься еще пониже, говорит: там опасно. Я говорю: и я профессионал. Она говорит: валяй. Так что я сейчас пойду, вот так же, как и мой друг турок, по краю. Вот, собственно, сама крепость. На самом деле она действительно невзрачная, скажем так. И повторюсь, что вся фишка именно в виде, который открывается с нее. Здесь небольшое кладбище. И тут уже тот самый вид, за которым я сюда пришел. Турок мне сказал: будь, пожалуйста, осторожен. Однако это действительно штука очень толстая, например, на полметра в ширину. Как говорится, ходили и по более тонким материям. Друзья, если кому интересно, вот мой турецкий друг арендовал машину здесь, небольшую корейскую Kia, на 9 дней за $200. Так что у кого есть права, можете арендовать машину и с друзьями объехать Ливан. Все, что вам необходимо, объехать меньше, чем за неделю. Вот в некоторых городах можно даже не останавливаться на ночь. Как в случае с Бальбеком, лучше приехать туда, посмотреть храм и уехать, например. Можно сделать так. Вчера наблюдал интересный случай, как один из постояльцев отеля из Франции заплатил аж $100 таксисту, который довез его из Бейрута
до Триполи. Вот, если что, маршрутка стоит всего $2, то есть $2 против $100. Когда хозяин отеля об этом узнал, он вообще охренел, он говорит, у нас военный в месяц получает $250, а тут таксист за час заработал почти половину его зарплаты. Вот, так что здесь, как и везде, нужно быть внимательными с таксистами. Ну и, в принципе, нужно ориентироваться в ценах. Ну, как может поездка в час стоить $100, особенно в такой небогатой, я бы сказал, стране. Сейчас мой приятель довезет меня до одной достопримечательности. Я посмотрю еще пару мест здесь и буду ехать уже в сторону Бейрута. Так, друзья, пришел на заброшенную железнодорожную станцию. Она находится почти в центре Триполи. Сейчас покажу, что здесь можно увидеть. Я уже вижу старые поезда, точнее, то, что от них осталось. Тут интересный арт-объект. Обратите внимание, какие огромные камыши. Я, конечно, уверен, что это не камыш, это не похоже на камыш, но некое болотистое растение, но оно выше меня как минимум, но оно уже подходит к высоте здания. У здания полностью сгнила крыша. Здесь видно железнодорожный путь. Сейчас попробую забраться на один из поездов. Посмотрим, получится у меня это или нет. Скорее всего, получится. И часть поездов находится вне так называемого депо, потому что в депо немного все затоплено, но я попробую пробраться и туда. О, крутой поезд, ржавый такой прям. Насколько я понял, он работал на топке. Поправьте меня, если я ошибся. Точно не помню, как это называется. Так, ну что, самое время забраться на поезд. Я думаю, тут ничего сложного. Единственное, что он прогнивший. Надеюсь, подо мной не обвалится. Вот, не прошло и 3 секунд, как я оказался на крыше. Только посмотрите. Посмотрите, какая красота. Казалось бы, здесь как будто бы он попал под обстрел, но вот эти отверстия, они выходят наружу. То есть будто взрыв произошел изнутри. Ну или не взрыв, что-то другое произошло. Кто уже догадался, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот одно здание справа, второе слева. Уже внутри него находится несколько поездов. Их я тоже исследую. Здесь осталась какая-то мазута или масло. Я не знаю, откуда она здесь, ведь эти поезда заброшены, я думаю, уже не 1 десяток лет, но по неизвестным мне причинам почему-то они здесь еще осталось мазут. Так, но мне надо пробраться на ту часть поезда. Вот здесь она немного дрявая. Все ради контента, ребят. Ну, я попробую. Надеюсь, подо мной не провалится. Буду наступать на вот эти моменты, на вот эти части с болтами, потому что здесь идет перегородка. В принципе, я уже преодолел ее, но выглядела она достаточно хрупко. Это, видимо, выхлоп или топка. А нет, вон выхлоп идет. Это я не знаю зачем. Вот. Этот более сгнивший, уже поросший кустами, можно сказать, виноградниками. И вот там вдали еще есть сами вагоны, в которых перевозят топливо. И как видно отсюда, камыш уже перерос эти вагоны, еще примерно метр сверху. Камыш возвышается над вагонами, такой он здесь высокий. Я, конечно, не Илья Бондарев, но такие вот поезда здесь есть, но они никуда не едут. Но наверху одного поезда я уже побывал, сейчас хочу залезть внутрь другого. Друзья, я вот открыл только что вот эту тяжелейшую дверь, как в бункере. Это носовая часть тепловоза. Вот она не такая большая, на самом деле диаметром, ну не знаю как диаметром. В общем, тут подо мной примерно 1 квадратный метр. Сзади находятся вот такие отверстия. Кто разбирается вообще в этих тепловозах, пожалуйста, напишите в комментариях, что думаете, какого года это машины и когда они последний раз работали. Я залез уже на второй поезд, перепрыгнул вот это небольшое расстояние. Не стал снимать, потому что нужна была рука, и немного даже покоцался. В общем, если честно, я очень доволен именно этой достопримечательностью, потому что, крепость простоит еще много лет. Что я там не видел, в каждой стране есть какая-то крепость. А вот заброшенная железнодорожная станция есть не в каждой стране. Особенно такая древняя, с тепловозами. Сейчас поеду в какой-то очень дорогущий район. Он находится на полуострове, называется Мина. Там по фотографиям должно быть очень красиво. Сегодня, конечно, немного пасмурно. Надеюсь, получится увидеть что-то именно красивое. А то на данный момент я снимаю только какую-то уличную эстетику, скажем так. Сейчас буду пробовать забраться на
сами вагоны. Батареи осталось буквально 15%. Покажу все, что успею. Вот тут передо мной болото. Я вот не могу понять, смогу я его перепрыгнуть или нет. А самое главное, перепрыгну ли я обратно. Потому что вот сейчас я нахожусь на возвышенности, собираюсь прыгнуть туда. Вроде там здесь ручей, скажем так, а там уже по суше. Ну погнали. Оп, идем по кустам. Все ради контента, друзья. Турок бы тут вообще охренел в своей новенькой курточке. Говорит, извини, дружище, я сюда не пойду. Посмотрите только, какая красота. Сейчас буду забираться на вагон. Вот нашел лесенку. Она вроде еще не заржавела. Так, камыш ломать не буду, да? Что это и вправду разошелся тут. Вот такая вот аккуратная лесенка. Здесь почему-то дырка в вагоне. И вот я уже почти забрался на самый верх. Ебой! Только посмотрите, как круто! Офигеть, какая большая дырка! Что с ним случилось? Почему он такой подорванный? Ну тут примерно 10 в ряду и 10 в соседнем. Примерно 20 вагонов. Попробую показать, что там внутри сейчас находится. Надеюсь, я тут не скачусь. Оп! О, блядь, чуть не соскользнул. Вот, ребят, внутри находится вот такая история. Кстати, там лесенка есть. Я сейчас спущусь внутрь вагона. Все ради контенту. Лезу внутрь, друзья, для вас. Всю жизнь, вся жизнь ради лайков. Такова реальность. Ладно, я шучу. А может, не шучу. Блядь, я застрял. Куртка зацепилась. Зацепился курткой и рюкзаком. О, какое эхо. Блядь, рюкзак не отпускает. О, хорошо. Все, я внутри вагона. Это было слишком легко. Это было слишком легко, потому что тут есть лесенка. Ну как вам контент, ребят? Заслужил комментарий. Ну чё? Что? Я даже репост, мне кажется, заслужил. Любители поспать на улице, есть такие путешественники, кто целенаправленно спит в таких заброшках. Welcome в вагоне для топлива. Я думаю, вы еще не ночевали. Короче, решил немного сократить. Тем же прыжком не стал возвращаться. В итоге влип в такое болото случайно. Ну и вот, собственно, уже понял, что мне уже ничего не поможет. Сейчас заеду в кофейню и переобую носки. С обувью уже, обувью уже не помочь ничем. Сейчас залезу в депо. Финальная точка уже. Все, залез еще на один поезд, уже в депо. Нахожусь под самой крышей уже. Есть вот какой-то интересный арт. Не знаю, на каком языке, может на арабском, но какой-то он... Это, кстати, арабские печатные буквы. Если вы понимаете, есть письменные у нас, а есть печатные. Вот я не думал, что у арабов есть печатные буквы. Если я ошибся в этом, вы тоже можете меня поправить. Я вообще любых умников. Если, ребят, любите подушнить, поумничать, пожалуйста, добро пожаловать в комментарии. Можете просто такой там спор устроить. Если еще между собой, то вообще шикарно. Вон там я пробирался вдоль вот этого вагона. Ну, собственно, сейчас я покажу, как я сюда забирался. Чтобы вы понимали, я не просто залез на каждый поезд дважды. Все, что я снимал, я делал дважды. Сначала я снял на камеру, потом я слазил и снимал это еще раз на телефон. Вот. Очень устал, у меня разрядились все мои устройства. Сейчас я пойду в кофейню, переодену носки.
выпью чашечку кофе, ну, лучше даже чая. От кофе у меня сердце уже не выдерживает. Столько кофе пью, лучше все-таки пить чай. Он на меня не так влияет. И поеду вот в соседний район Мина, какое-то очень дорогое место, вроде это даже полуостров. Все, спасибо за внимание, буду слазить с этого поезда. Вот это 3 зацепа, которые я увидел. Зацеп раз, сюда ставим ногу, вот сюда руку, сюда ногу. Кто будет в Триполи, ребят, лайфхак, пожалуйста, вам. Как слезть или залезть на поезд. И вот малеха еще, малеха, видите, тут мокро немного. Это я ногу ставил, но на обратном пути можно использовать вот этот только. Оба! It was easy, man. Все немного такое шаткое. И все, вот самое сложное здесь, это вот здесь спуститься, потому что буквально пару шагов нужно сделать и не намокнуть. Но мне, в принципе, все равно, я уже намок, но не буду рано сдаваться. Сейчас буду отсюда слазить. Все, батарея 2%. Батарея требует, как и я, требует заряда. Штаны порвал! Вот, друзья, слазить почему удобнее идти обратно? Я сейчас сделаю шажок и вон туда прыгну. А когда сюда залазил, надо было прыгать на вот эту тонкую. Но я-то тот еще паркурщик. Так что вот, собственно, на этой рельсе я стою. Сейчас буду прыгать. Вот здесь есть выступ. Ну тут да и не надо прыгать особо. Все, я тут на всю длину стою. 2 ноги, рука, фиксируем и прыгаем. Раз, два, хоп. Вот и все. Погода классная стала. Итак, друзья, я подзарядился сам, выпил чай, съел шоколадку. Всю технику мне тут дали подзарядить. Камеру, микрофон, телефон. Сейчас всего лишь час дня. То, что вы видели, весь контент из Триполи, который вы видели, произошел буквально до обеда. У меня еще весь день впереди. Я попробую посетить еще один город на пути в Бейрут. Хотя, знаете, я и так уже доволен сегодняшним днем. Если у меня останется время, иншаллах, я сделаю это. Честно говоря, я так и не понял, чем знаменит этот район. Вот здесь что-то типа стоянка яхт, катеров и так далее. На карте это выглядело как полуостров, такая некая крайняя точка перед Средиземным морем. И буквально вот прямо передо мной, примерно в 160 милях, как написал один парень в Телеграме, в 160 милях отсюда находится Кипр, республика Кипр или остров Кипр, да? Прибрежная зона, практически никого нету, то есть это набережная, но я не вижу, чтобы здесь гуляло много людей. Почему-то сегодня здесь никто не гуляет. Я немного исследую эту территорию и поеду дальше. С набережной спустился поближе к порту. Ребята тут тягают веревки, сетки рыболовные. Видимо, тут ведется рыбалка, потому что это не похоже на какие-то грузовые корабли. Это что-то такое любительское, видимо, для рыбалки. Вот тут я встречаю как простые рыболовные лодки. Вот это двухэтажная с террасой, похожа на прогулочную. Вот уже подороже такая яхта, скажем так. Но в целом они все небольшие. Я думаю, это частная история. Если честно, я специально прогуливался тут, чтобы меня кто-то пригласил на лодку. И вот буквально 1 минуту спустя меня уже зовут на палубу. Сейчас посмотрим, какой отсюда открывается вид. Оу, щит. Шатается, гнется. Ух. Good. Во, вот это красота. Только посмотрите, там Средиземное море, вон там где-то Кипр. Ну, собственно, я уже практически полностью обошел по кругу этот район. Ничего интересного здесь нет. Это, скажем так, финальная часть города, мыс. И одновременно это финальная часть этого видео, ребят. Я сейчас немного передохну, послушаю шум моря. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на мои соцсети, оставляйте комментарии,
Увидимся в следующем видео. Всем спасибо. Пока. От сегодняшнего дня я так сильно впечатлен, что, мне кажется, я буду видеть один и тот же сон. Один и тот же сон. Ой, открыли двери все. В тюрьме огромный черный трон. В центре зоны во дворе. Там колокольный звон и песня в буйной голове. Один и тот же сон. Ой, открыли двери все. В тюрьме огромный черный трон. В центре зоны во дворе. Там колокольный звон и песня в буйной голове. Песня в буйной голове.